не дали допить кофе. Просто мы смотрим так по времени, чтобы раньше закончить. И вы помните, что у нас будет проверка наших знаний. То есть они будут несложные, но вы тоже попробуйте свои вот такие вот возможности в том, как вы вот в 3 возрастах все-таки ориентируетесь. Я думаю, что это интересно. Не бойтесь. Вам нужно будет ставить только 1, 2 и 3. Я буду вопросы читать, и вы будете себе ставить, а потом посмотрим, номер телефона совпадет у нас у всех или нет. Хорошо. Давайте мы продолжим наши подростки и эмоциональная сфера давайте запишем. Давайте мы к ней позже. Вот эмоциональная, а потом социальная, и нам все понятно, потому что... Эмоции подростков часто колеблются от крайней степени радости до печали. Кого подростки говорят «да». Их эмоции колеблются от крайней степени радости до печали. Представляете, как вот так аж. Если у нас так, то у них вот так. Не хватает самоконтроля над своими эмоциями. И вот как раз этот момент очень важный. Их эмоции обострены. И поэтому они склонны таить и подавлять чувства в себе. То есть получается так, что они ищут ярких переживаний, ярких ощущений, то есть внешних, right? Но над своими эмоциями и не видно, и не слышно, что такое. Придется просто прослушать и написать тест, да? Хотя бы ответить. Мне тоже будет сложно с этими ручками. Даже ручка. Так, можно я как ноль? Да, я хочу последовательно. То есть внешне они ищут яркие эмоции, переживания, ощущения. То есть потребность, да, вот у них такая. И физиологическая, эмоциональная. Но над своими эмоциями, которые возникают, у них очень слабый самоконтроль. И они склонны таить их и подавлять. У них может сочетаться такая романтическая восторженность и грубые выходки. То есть вот как, да? То есть внутри них. Романтическая восторженность и грубые выходки. Восхищение красотой и ироническое отношение к ней. Должны быть такие вот противоречия. Вы можете как записать, когда мы начинали тему подростки, еще слово противоречие. И грубые выходки. То они восхищаются красотой, в то же время может быть ироническое отношение к ней. Они стыдятся своих чувств. Тонкие человеческие чувства кажутся им детскими.
они переживают, что их будут считать чересчур чувствительными, и поэтому прикрываются грубостью. То есть для того, чтобы скрыть что-то, да, они надевают маску. Потому что они еще не могут в них разобраться, не могут их контролировать до той степени, которую мы от них ожидаем или хотим. И поэтому получается такие противоречия возникают. Чувствуют себя непонятными со стороны взрослых и сверстников. Поэтому, соответственно, они, как вам рассказывали, объединяются в такие группы, группировки. Не у всех подростков так вот как бы проявляется явно такой весь набор противоречий, но он присутствует, просто еще зависит от уже их интересов, направленности личности, от их типов личности. Поэтому это не значит, что вот к одному должно вот все вот так вот относиться. Может быть и в другой степени, с другими отношениями. Социальные. Переходим к социальным. Хотят быть взрослыми. То есть это как все дети. Мы уже наоборот хотим. Не так спешить взрослеть. А они вот хотят быть взрослыми. Хотят быть независимыми от взрослых. И поэтому считают, что взгляды взрослых устарели. Хотят принадлежать к группе. То есть это разница между детьми, которые у нас был младший школьный возраст, да, им нужна была команда, группа, но не для тех целей. Им группа нужна для того, чтобы их принимали, воспринимали, и они там чувствовали себя комфортно. У тех детей тоже, ну, как бы так, но этих больше выражена именно самореализация себя. Как их воспринимают, как их оценивают, как они в этой группе себя ощущают. Да? И при этом имеют сильное чувство преданности. Поэтому это такой возраст, когда, если уже покаялся, так вот серьезно, если Бог коснулся сердца, и осознанно он направляет свои силы, ищет, то, конечно, чувство преданности будет сохраняться. Уже уделяют внимание противоположному полу. То есть не на том уровне, как хихиканье было, и дергание девочек, неприятие даже девочек. Если это мальчики, наоборот. То есть уже уделяют, поэтому их и социальные проблемы отражают их сексуальное развитие. Ищут модель героя. Они очень хотят помогать другим, кто менее неудачлив, показывая свои силы в этом. Поэтому ваша возможность даже найти для них таких вот и людей, показать, что существуют такие люди, которым они могут помочь. Вот у меня в интернате
Получается так, что спонсорская деятельность американцев давала возможность этим детям получать вещи, да, допустим, кроссовки, там, джинсы. Но то отношение, которое у ребят есть, отношение к этим вещам, то есть они могут вот чуть-чуть поносили, не понравилось, там где-то порвалось, можно выкинуть, то есть вот, ну, отношение к вещам такое. Но вещи, по сути, вот, ну, хорошие, добротные вещи, ну, достаточно, и они их выбрасывали, знаете, вот так, и выбрасывали. Ну, я им объясняла, вы понимаете, говорю, что есть дети, которые воспитывают родители, и они не имеют даже вот этих вот хороших кроссовок, которые у тебя. Ты можешь найти, ты не выбрасывай там в мусор, поставь возле мусорника или еще что-то. А либо есть люди, которые знают таких людей, ты можешь отдать. Вы знаете, многие дети знают, что я, ну, как бы имею отношение к другим интернатам, к другим детям. Они, зная это, потом, да не, надо не выбрасывать, надо Анастасии Николаевне отнести. Она найдет, как распределить. То есть они уже достаточно восприимчивы, и они хотят чувствовать свои силы в помощи тем, кто слабее. Ищут модель героя, вы записали? Да. Ну, дай Бог, чтобы нашли это в отражении Писания, библейских героев и самого Христа. Наши цели, по крайней мере, в том, чтобы показать им, уже умеющим рассуждать, умеющим размышлять над жизнью, показать, в чем же геройство все-таки заключается. В этом возрасте вы все, ну, особенно те, кто постарше, знают, что такое выражение, что счастье — это когда тебя понимают. По фильму, одному из известных фильмов «Доживем до понедельника», когда вот явно был показан такой подростковый тоже возраст, и в сочинении одного ребенка, да, подростка, была такая фраза: «Счастье — это когда тебя понимают». Поэтому вот эта обусловленность их к группировкам, к каким-то таким интересам, нам кажущимся, да, и действительно являющимся вредными, обуславливают всего лишь нахождением понимания, да, в своем даже представлении среди этих людей. Поэтому то, что вы, как и родители, как взрослые, мы можем дать им понимание, это не значит, да, как я уже говорила, и вот мы разбирали такой момент, что это все правильно. Нет. Но умение их выслушать, все, их эмоции, их даже несогласие, бунтарство какое-то, еще что-то, умение с этим справиться и направить, вот это как раз наша задача. Подростку подчас трудно быть откровенным с родителями, поэтому им легче приоткрыть душу сверстнику или чужому человеку. Но в то же время в семьях, во многих семьях сохраняются доверительные отношения между родителями и детьми. Подростки могут быть несдержанными, резкими, эмоционально неустойчивыми. Но родители, проявляя терпение, такт, сочувственное отношение, понимание этого возраста, сглаживают конфликт. Поэтому, как и был вопрос, звучал, подчас слова «ты меня не понимаешь», они вкладывают совсем другой смысл. Родители их понимают, но вынуждены, да, отказать им или так далее, да, в их неразумных просьбах.
чрезмерные требования. Но сам момент вашего отношения и вашего восприятия для них важен. Раз они тяготят к друзьям, их тяготят сверстники и так далее, поэтому они смотрят на реакцию. Вот они приходят, да, родители сразу накричали, указали, построили, времени нет, все дорого стоит и так далее, да, то есть как бы такая реакция, ну, есть. А им нужно всего лишь, чтобы их поняли, им нужно иногда даже поразглагольствовать, там, что-то свое выразить. И иногда это занимает время и ваше терпение. Поэтому я тоже очень часто слышу от своих ребят, допустим, в интернете: вы меня не слушаете, вы слушаете меня. И вот представьте, вот надо каждого выслушать с его от и до, фантазиями, ну, желаниями, представлениями, но они в этом нуждаются. Потому что если вы не будете их выслушивать, они найдут тех, которые и выслушают, и скажут: да, и направят куда надо. А вы после выслушивания и всего остального можете потом дать мудрый совет, наставление или наоборот вместе порассуждать над чем-то. То есть мы опять же рассматриваем этот возраст как детский возраст. Не как взрослый, которому мы бы предъявляли требования, что уже должен, да, там, понимать, мыслить, делать. В этом возрасте формируется вот это вот «кто я?», что во мне происходит. Они не понимают еще всю вот эту сложности ихнего и физического развития, а вместе с физическим развитием происходит эмоциональное, умственное, социальное. То есть настолько меняется, что они превращаются до вот этого лебедя, вот этот переход, вот этот вот, что он очень сложен и со стороны вот физиологии, которую мы знаем, и со стороны психологии. И все это вместе, понимая, мы должны найти методы, мотивы для того, чтобы их поддержать, опять же, не угождая их там требованиям, которые неразумные и так далее, но направить это все в то русло, в котором нужно это направить. Духовное запишите. Вы знаете, этот возраст, из тех работ, которые я читала, говорит о том, что никогда больше человек столь остро не относился и его не интересовали проблемы нравственных ценностей, смысла жизни. То есть это тот период, когда задаются такие вопросы. Наоборот, их интересует. Да. Это именно тот возраст, когда их интересуют нравственные ценности, смысл жизни. Бог устроил так, что почему-то как раз, когда они растут, развиваются, столько перемен, столько острых именно ситуаций, и как раз вот их интересуют именно такие очень глобальные мысли, о которых впоследствии, конечно, когда они уже станут взрослыми, возможно, мы же понимаем, что взрослых интересует совсем другое. Хотя Бог так устраивает, что мы возвращаемся тоже, да, к истине. Они требуют практической веры, здесь и теперь.
они ищут идеала в мыслях, поступках людей. Поэтому на вас, как на авторитет, они будут смотреть, оценивать очень многое. Ваши поступки, ваши мысли. Они будут стараться поставить вас в тупик, ну не в тупик, а да, то есть что-то заметив о том, что вы говорили и не выполнили. Вы знаете, я стараюсь к этому относиться спокойно, не реагировать так, что-то мне замечание делаешь, да, там, большинство взрослых. Я говорю: о, спасибо, ты знаешь, ты прав, ты запомнил, это действительно там то и так далее. Либо же, если ситуация другая, стараюсь объяснить. То есть, они представляют свое служение и хотят служить. То есть они очень активны, потому они уже могут служить. И опять же мы говорили о возрасте, что этот возраст противоречий, да? Поэтому все равно у них возникают какие-то сомнения, они могут задавать вопросы, не уверены даже вот в христианских каких-то вопросах. Это то, что я хотела вам рассказать о возрасте подростка. Естественно, вы можете понять, что методы, которыми будете пользоваться при проведении урока, будут соответствовать их характеристикам, которые я вот сейчас вам рассказала, зачитала. Да. Ну что, вы готовы к тесту? Да. Вам нужно поставить. Вам нужно поставить всего лишь 1, 2, 3. Итак, да, я вам говорю предложение, а вы думаете, поставить 1, 2 или 3. 1 относится к дошкольному возрасту, 2 к младшему школьному возрасту и 3 к подростку. Как вот мы и начинали. До 6 лет младший, дошкольный возраст. 2 младший школьный, помните, школьники, учиться им, учиться, да? Подростки, кто я, 3. Итак, а потом мы проверим, как наши номера телефонов совпадают. Самый значимый для них взрослый – родитель. Подумайте и поставьте цифру. Самый значимый для них взрослый – родитель. И таких детей. Следующее. Самый значимый взрослый – учитель. Следующее. Главный принцип для этого возраста. Играя, учимся. Я думаю, вы будете все отличны. Несложный вопрос. Играя, учимся. Это был. Следующий.
Этот период – это период частых комплексов и конфликтов. Для этого возраста это период частых комплексов и конфликтов. Следующее. Великая познавательная активность. Просто великая познавательная активность. Там по счету 6-й кто отмечает? Да, 6-й. Задирают противоположный пол. Больше стремятся заводить дружбу с полом, соответствующим себе. Это один вопрос? Да, это все одно. Это все одно. Задирают противоположный, ищут больше друга близкого своему полу. 7. Ломка голоса, неуклюжесть, быстрый рост частей тела. Нравится проводить следующий. Нравится проводить уроки на открытом воздухе. С активной деятельностью. Любят бывать вне помещения или проводить, чтобы уроки проводились на открытом воздухе. Много движений. Это вы повторяете вопрос? Да, это я повторяю 8. Я просто не вижу, что не все улавливают быстро, поэтому я повторяю часто. 9. Нуждаются в чувстве ответственности. Давайте тогда я побыстрее, да, буду? Да. Нуждаются в чувстве ответственности. Это 9. 10. Очень важна искренность, серьезность, доверие, признание, беседа как со взрослым. И последние 2. В этом классе учитель должен быть как воспитатель. И последнее. Учитель должен быть другом и лидером. Если уже совсем темно, я смотрю. Можете подойти ближе к окну, мы просто сверим, у кого зрение плохое. Итак, проверяем номер телефона. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Как хорошо, что у вас мало ошибок. Вы хорошие студенты. Спасибо большое за внимание. И вам спасибо.